США, о сборной России. Валиева должна ехать на Олимпийские игры 2022, но если вернется Косторная, то она всех уничтожит. Осенью текущего года мир отечественного фигурного катания окунется в олимпийский сезон, венцом которого станет путешествие в Пекин, где в феврале 2022 года состоятся зимние Олимпийские игры. На минувшем чемпионате мира в Стокгольме российские женщины-фигуристки вместе с полным комплектом наград заработали еще и право на максимальные олимпийские квоты, а это значит, что Россию в Китае представит сразу 3 фигуристки. Результат отменный, казалось бы, нужно радоваться. Нужно, да что-то не получается. Для современной России максимальные квоты – это унизительно мало. В одной только группе «Хрустального» в Китай готовы отправиться сразу 4 фигуристки. Валиева, Щербакова, Косторная, Усачева и Хромых. А есть еще Трусова, Туктамышева, набирающая форму Медведева и целая колода потенциальных джокеров из столичного ЦСКА и других региональных школ. Кто из этих фигуристок останется дома – вопрос, на который отвечать совсем не хочется. Россию в Китае скорее всего представят Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева. Аргументы в пользу данного состава очень просты. Щербакова – действующая чемпионка мира и 3-кратная победительница первенства страны. По совокупности заслуг Анна попадает в олимпийскую сборную автоматически, что вполне справедливо. Даже если любимица Глейхенгауза откровенно провалит олимпийский сезон, то и в этом случае ее нужно отправлять в Китай без лишних разговоров. Трусова должна получить свое место в сборной сразу по 2 причинам. Во-первых, русская ракета – олицетворение фигурного катания нового поколения. Провести Олимпиаду без нее – это все равно, что провести гонку Формулы-1 без самого современного болида. Вторая причина заключается уже в тренере Александры. Евгений Плющенко за последние несколько лет сделал такие огромные инвестиции в мир российского фигурного катания, что оставить его без своего представителя на Олимпиаде было бы несправедливо. Что касается Валиевой, то тут все совсем просто. Камила – самая перспективная фигуристка современности. Сама мысль о том, чтобы провести Олимпиаду без Ками, как называют Валиеву зарубежные фанаты, кажется откровенным кощунством. А как же быть с Туктамышевой, Медведевой, Косторной, Усачевой и Хромых, есть ли у них шанс отправиться в Поднебесную, спросите вы? Однозначно есть. Правда, для этого им нужно сделать немножко больше, чем основным претенденткам, прыгнуть выше головы, если хотите. Но и это возможно. Туктамышева уже доказала, что умеет решать подобные задачи. На мартовском чемпионате мира в Стокгольме она уже 1 раз побила Трусову и чуть не обошла Щербакову, так почему бы ей не повторить подобный маневр еще раз? Юные Усачева и Хромых также имеют полное право войти в олимпийский сезон под девизом «Пришел, увидел, победил» и взять то, что они заслуживают. Их ангел-хранитель Этери Тутберидзе очевидно окажет им в этом максимальное покровительство. Также все вышеназванные претендентки имеют шанс оказаться в Пекине, если случится форс-мажор, травма или болезнь с одной из ведущих фигуристок страны. За 3 путевки бороться нужно всем, и полную боевую готовность перед олимпийским сезоном никто не отменял. По-хорошему, с точки зрения интересов спорта, олимпийские медали Пекина нужно разыграть в Санкт-Петербурге, где в декабре 2021 года состоится чемпионат России, так как именно там выступят все реальные претендентки на пекинский пьедестал. Однако все это только фантазии, помыслы радужных дней. А в реальности место встречи изменить нельзя, Олимпиада пройдет в китайской столице, а Россию на Олимпийских играх представят только 3 фигуристки. Единственный плюс данной ситуации заключается в том, что россияне получают эксклюзивную возможность почувствовать то, что по воле небес переживают только богоизбранные бразильцы, которые перед каждым розыгрышем футбольного Кубка Америки имеют на руках 5 равных составов, каждый из которых мог бы запросто выиграть главный турнир. Какие конкретно имена попадут в окончательную заявку Федерации фигурного катания на коньках России на игры, станет известно только в декабре,
Однако уже сегодня на страницах заокеанского форума Reddit американские болельщики поделились своими размышлениями о том, как должна выглядеть олимпийская сборная России. Я чувствую себя очень противоречиво по поводу российских фигуристок, потому что они все классные. Но у меня необъяснимая любовь к Косторной, и все, чего я действительно хочу, это чтобы она всем надрала задницу на Олимпиаде. То же самое, моя мечта в олимпийском сезоне, чтобы она вернула форму, которая была в сезоне 2019-2020 и уничтожила всех на Олимпиаде. Шансы на попадание в сборную следующие. Камила Валиева, 89%, Анна Щербакова, 80%, Саша Трусова, 65%, Лиза Туктамышева, 17%, Алена Косторная, 20%, Дарья Усачева, 15%, Майя Хромых, 7%, Ксения Синицына, 5%. Все остальные 2%. Я полностью согласен с тем, что Валиева – первая претендентка на Олимпиаду. Но я дам ей 70%, а не 90 или 100, ведь все может случиться. Щербакова очень сильная, если будет хорошо отдохнувшей и здоровой, то я даю 70% на ее победу. Трусова, если она выполнит свою задачу с 5 четверными, то победит на 100%. Туктамышева – 30%. Косторная, Усачева и Хромых имеют практически одинаковые шансы. Я думаю, что Туктамышева – единственная среди россиянок, кто будет в хорошей форме в следующем году. Остальные либо не будут на пике, либо потеряют прыжки. Люди будут говорить мне, что это безумие, и этого никогда не случится, но я все еще верю, что Грейси Голд – самая талантливая спортсменка. Очевидно, что ее проблема – излишнее волнение, когда она участвует в соревнованиях, но я надеюсь, молюсь и верю, что в следующем сезоне она сможет справиться с этим. Грейси Голд сейчас на 100% самая талантливая среди женщин, и я болею за нее. Ее прыжки – это удивительная весна. Я слышала, что она отлично выглядит, и только что получила новые программы. Я надеюсь, что она сможет. Я до сих пор боюсь, что Евгения Медведева не будет кататься. Жизнь фигуристок из России похожа на цветение сакуры, красиво, сильно и недолговечно. Тем не менее, я действительно хочу видеть Лизу и Трусову, чтобы добиться справедливости в спорте, и часть меня все еще надеется, что Евгения чудесным образом успеет выучить тройной аксель и четверные. Я также хочу, чтобы Косторная исправилась после плохого сезона, который у нее был. Я думаю, что уже не больше шансов на четверной сальхов, чем на тройной аксель. Я думаю, Трусова доберется до Олимпийских игр. Представить, что Россия не отправит Александру Трусову, женщину, которая вошла в историю и навсегда изменила женское катание, невозможно. Российская Федерация наверняка пострадает, если ее не пришлют, и, честно говоря, мне бы очень хотелось поединка между Сашей, Камилой и Анной на Олимпийских играх. Только представьте себе, если в следующем сезоне Трусова будет неудачно исполнять четверные на всех соревнованиях. Федерация тогда не пустит ее на Олимпиаду, вот в чем проблема. Но в целом, если она будет кататься чисто, то станет победителем Олимпиады. Они с Плющенко должны выбрать правильную тактику. Очень надеюсь, что у Саши все получится, она уже легенда. Федерация, как известно, выбирает на основе последних результатов. Так что если Саша снова будет падать, то они бросят ее, как горячую картошку, в пользу девушек Этери. Думаю, у Усачевой больше шансов, чем у Туктик и Алены.